Мужчине надоело, что соседи пользуются его бассейном без разрешения, и то, что он сделал дальше, всех шокировало. После нескольких недель разочарований он задумал месть, и о его смелом поступке заговорили все соседи. «Они что, думают, что я управляю общественным бассейном?» пробормотал Майкл, прижимаясь лбом к кухонному окну. Его пальцы крепче сжали кружку с кофе, когда он наблюдал, как его соседи, семья Уилсон, устраивают очередную несанкционированную вечеринку у бассейна на заднем дворе его дома. Был субботний день, и в то время как большинство людей наслаждались своими выходными, Майкл только что вернулся после особенно напряженной недели в бухгалтерской фирме, где он работал. Все, чего он хотел, — это немного тишины и покоя. Вместо этого Чарли Уилсон и его шумные, беззаботные друзья развалились на садовой мебели у бассейна, ни о чем не заботясь. Так было не всегда. Майкл, 40-летний мужчина, который жил один после развода, был в восторге, когда купил дом в этом тихом районе. Это был дом его мечты. Просторный задний двор, тень деревьев и, самое главное, сверкающий голубой бассейн. Этот бассейн был для него утешением в долгие летние дни, местом, где он мог расслабиться и забыть о своих рабочих заботах. Поначалу его новые соседи казались дружелюбными. Семья Уилсон, в частности, казалась образцом провинциальной вежливости. Чарли, продавец лет 45, с дерзкой улыбкой и добродушным обаянием поприветствовал Майкла в день его переезда, сказав: «Добро пожаловать в наш район. У вас здесь отличное место». В то время Майкл не придавал этому особого значения. Он не искал близких друзей, просто немного тишины и покоя после многих лет жизни в тесных квартирах. Но вскоре комплименты Чарли превратились в нечто иное. Сначала это были соседские дети, подростки, которые, когда Майкла не было дома, перепрыгивали через низкий забор, окружавший его участок, и тайком купались, пока Майкл был на работе. Затем появились Чарли и его друзья, которые начали приходить с упаковками пива и вести себя, как будто они делали Майклу одолжение, купаясь в его бассейне. Чарли всегда с улыбкой отмахивался от любых жалоб, говоря: «Да ладно, чувак, что в этом такого? Это всего лишь бассейн, мы же соседи». Но для Майкла это было очень важно. Этот бассейн олицетворял его тяжелую работу, и постоянное вторжение соседа казалось вопиющим нарушением его границ. Сначала он пытался решить проблему вежливо, даже предложил им пользоваться бассейном столько, сколько они попросят, но попросив разрешения заранее, но его просьбы были встречены с безразличием. На самом деле, казалось, становилось только хуже. Почти каждые выходные, возвращаясь домой, он обнаруживал Чарли, его жену Лизу и половину соседей, которые бездельничали у его бассейна, ведя себя так, словно это был их собственный бассейн. «Майкл, ты должен перестать позволять им так над собой издеваться», сказал однажды за обедом его коллега Джон, после того, как Майкл в очередной раз высказал ему свое недовольство. Джон, дерзкий и откровенный парень, был не из тех, кто избегает конфронтации. «Ты ведь платишь по ипотеке, верно? Это твой дом. Тебе следует сказать им, чтобы они отвалили. На твоем месте я бы вызвал полицию», — сказал Джон. Майкл подумал об этом. Но вызвать полицию на своих соседей показалось ему слишком смелым шагом. Что, если дела пойдут плохо? Он не был заинтересован в том, чтобы наживать врагов. Он просто хотел, чтобы его оставили в покое. Должен был быть другой способ донести свою точку зрения, что-то такое, что не привело бы к перерастанию ситуации в полномасштабную вражду. Это был еще один знойный субботний день, когда отчаяние Майкла достигло предела. Он только что вернулся после долгого дня беготни по делам с полными руками продуктов, когда он услышал безошибочно узнаваемые звуки смеха и плеска, доносившиеся с заднего двора. Чарли, Лиза, двое их сыновей-подростков и компания друзей радостно плескались в бассейне, как будто это место принадлежало им. Из портативной колонки доносилась музыка,
а на краю бассейна валялись полупустые пивные бутылки. Майкл на мгновение застыл посреди кухни, пакет с продуктами выскользнул у него из рук, а гнев поднимался в нем медленной кипящей волной. Он больше не мог этого выносить. Той ночью, когда он сидел один в своей гостиной, а со стороны бассейна все еще доносился отдаленный смех, Майкл начал планировать. Он не хотел ссоры. Он устал от разговоров. Ему нужно было что-то большее. Что-то, что дало бы четкий сигнал, который они не смогли бы проигнорировать. Майкл был очень дотошным человеком, и в тот вечер он внимательно изучал статьи в интернете, изучая химикаты для бассейнов, уход за водой и правила техники безопасности. Он не хотел никому причинить вреда, просто хотел создать достаточно шума, чтобы на какое-то время его бассейн будет полностью непригоден для купания. Он узнал о балансе содержания хлора и о так называемом суперхлорировании, которое может сделать воду мутной и непригодной для купания в течение нескольких дней. Именно тогда ему в голову пришла идея — безобидный розыгрыш, из-за которого бассейн выглядел бы опасным, но на самом деле был совершенно безопасным. То, что он задумал, должно было получиться эффектным, с густой пеной и пузырьками, почти как химическая реакция, которая заставит всех нежеланных гостей в страхе разбежаться. Он улыбнулся про себя. Это было идеально. Настоящая окончательная месть. На следующих выходных Майкл был готов. День начался, как и любой другой, с того, что Чарли и его команда заявились без приглашения около полудня. К этому времени это уже вошло в привычку. Майкл наблюдал из окна, как они отдыхали у бассейна, переворачивая бургеры на переносном гриле, который они притащили без спроса. Когда солнце начало садиться, Майкл сделал свой ход. Он небрежно направился к своему сараю, делая вид, что ищет что-то, хотя на самом деле он брал синюю чашку, которую ранее в тот день наполнил смесью химикатов. Смесь была безвредной, но она была разработанной таким образом, чтобы на поверхности бассейна образовывался толстый слой пены, из-за чего казалось, что с водой что-то случилось. С чашей в руке Майкл направился к бассейну, стараясь не привлекать к себе внимания, пока не достиг края. Его сердце бешено колотилось, когда он опустил миску в воду, наблюдая, как смесь начинает растекаться. Прозрачная голубая вода помутнела, на поверхности появились густые пузырьки пены. Вскоре от воды начал подниматься пар, создавая видимость химической реакции. «Что это, черт возьми, такое?» — завопил Чарли, вскакивая со своего шезлонга и широко раскрытыми глазами наблюдая, как пенится бассейн. Гости собрались вокруг, в ужасе глядя на густую белую пену, которая быстро покрывала весь бассейн. Майкл отступил назад, скрестив руки на груди, притворяясь обеспокоенным. «Должно быть, это химический дисбаланс», — сказал он, качая головой. «Это может быть опасно. Вам лучше некоторое время держаться подальше от воды». На лице Чарли отразились шок и подозрение. Он взглянул на Майкла, словно пытаясь понять, не розыгрыш ли это, но сказать ему было нечего. Бассейн, очевидно, был непригоден для использования, и он никак не мог доказать, что Майкл что-то сделал. Гости поспешно собрали свои вещи и ушли, бормоча жалобы на ходу. Чарли еще немного постоял у бассейна, глядя на пенистую воду, прежде чем, не сказав ни слова, удалиться. Всю следующую неделю Майкл наслаждался тишиной и спокойствием, которых так долго ждал. Соседи держались подальше, не зная, что именно произошло, но были достаточно осторожны, чтобы оставить Майкла и его бассейн в покое. Но Майкл знал, что это не продлится вечно. Чарли был не из тех, кто легко спускает такое с рук. И действительно, на следующих выходных Чарли появился у входной двери Майкла, скрестив руки на груди и разочарованно сжав челюсти. «Что ты сделал с бассейном?» — спросил Чарли тихим, но обвиняющим голосом. Майкл сохранял нейтральное выражение лица, делая вид, что не понимает.
Это всего лишь обслуживание бассейна, Чарли. Знаешь, такое случается. Я просто пытаюсь позаботиться о своей собственности», — сказал Майкл. Чарли долго смотрел на него, явно пытаясь решить, стоит ли настаивать на своем. Но что он мог сделать? У него не было доказательств, и не было никакой возможности заставить Майкла снова разрешить им пользоваться бассейном. Наконец, Чарли покачал головой и ушел, не сказав больше ни слова. Майкл смотрел ему вслед с легкой, довольной улыбкой на лице. В последующие недели задний двор Майкла снова превратился в тихую гавань. Соседи, явно напуганные инцидентом с бассейном, перестали относиться к нему как к общественному благу. Подростки перестали прокрадываться внутрь, а Чарли и его друзья больше не бездельничали без разрешения. Впервые за несколько месяцев Майкл почувствовал, что его дом снова по-настоящему принадлежит ему. Но со временем он начал понимать, что не хочет быть полностью изолированным от своих соседей. Несмотря на неприятности, которые доставил Чарли и его семья, Майкл не был мстительным человеком. Он просто хотел уважения и соблюдения границ. Поэтому спустя месяц после инцидента Майкл решил протянуть руку дружбы. Он планировал устроить небольшое барбекю, пригласив нескольких соседей на бургеры и напитки. Он ясно дал понять, что вход в бассейн по-прежнему запрещен без разрешения, но он надеялся, что, пригласив их в свое пространство на его собственных условиях, они начнут понимать важность уважения его границ. Неожиданно Чарли появился. Он не был таким громким и высокомерным, как раньше. На самом деле он казался почти робким, вяло извиняясь за то, что все вышло из-под контроля. «Послушай, чувак», — сказал Чарли, когда они стояли у гриля. «Я не хотел создавать проблем. Я думаю, мы просто слишком расслабились». Майкл кивнул. «Я понял, но это мое место. Я упорно трудился ради этого, и мне нужно, чтобы вы уважали это». Чарли кивнул в ответ, и, хотя они не были настоящими друзьями, между ними возникло взаимопонимание. Напряжение, которое когда-то витало в воздухе между ними, начало спадать. После того барбекю, на котором Майкл установил правила поведения в бассейне, Чарли, казалось, изменился. Больше не было ни неожиданных визитов, ни шумных вечеринок у бассейна, и даже подростки по соседству перестали тайком пробираться туда. Дорогие зрители, как вы думаете, справедливо ли, чтобы соседи пользовались чужим бассейном без разрешения? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.